Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 19 по 25 февраля. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами, любой прогноз, увы, не расскажет о личной истории каждого из вас. Но если мы говорим про эту неделю, 19 понедельник, и это как раз тот период планетарный, когда планета Хирон, символ израненного целителя, выстраивается, выравнивается с лунным узлом в знаке зодиака Овен. И это тот период или событие вашей жизни, то, что вы не расскажете никому, но это вам постоянно о себе напоминает. И вы приходите к выводу, что мне нужно разобраться, как будто тоже надо расставить по местам. Я не останавливаюсь подробно на этом. Кому интересно, я оставлю в инфобоксе, это в описании под видео, две ссылки. Потому что вот как раз по Хирону я подробно говорю в двух видео, как на февраль, так и на март, поскольку вот эти тенденции планетарные, у нас Хирон еще пробудет в Овне до 14 апреля 2027 года. И где-то вот та история, которая или вы с чем-то определяетесь на этой неделе, будет иметь еще продолжение. Что-то вы будете или можете отстраивать как будто заново. Или, ну, как выводы какие-то делать. Итак, неделя с 19 по 25. И основные вопросы – это неожиданности, что важно знать, что скрыто. Давайте узнаем. Что важно знать? Что для вас в приоритете на эту неделю, как видят карты? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? Что может помешать? А что вам будет помогать? Что скрыто? Достанем такую карту. И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, энергетику денег, мои дорогие девы, и личная жизнь. Что же будет важно? По семерке чаш карта вдохновения, карта приятных эмоций, хорошего настроения, когда хочется расслабиться, не суетиться, думать о чем-то более таком радужном или вдохновляющем, опять же. Но карта нам говорит, главное не замечтаться. Хотя вам это, мои дорогие девы, вообще не свойственно, но, может быть, правда, происходит какое-то очень удачное либо стечение обстоятельств, либо какое-то событие, которое вас на самом деле порадует. Но и с другой-то стороны, мы как будто, знаете, не должны быть словно заворожены чем-то, да, или, может быть, это чьи-то обещания, или какие-то возможности перед вами открываются, значит, возможности в какую-то конкретику перевести. Но хорошее настроение как будто на неделю нам обещают. Четверка мечей. Ну вот, может быть, потому что мы не должны замечтаться. В неожиданностях, правда, какая-то пауза. И нам говорят просто привести мысли в порядок, не торопиться обнародовать свое решение, кстати. Или по этой карте не торопиться буквально, может быть, собраться в поездку, если мы говорим, у вас там где-то в планах это стояло, а здесь нам говорят нет. По этой карте, кстати, иногда она нам говорит отдохнуть просто-напросто в неожиданностях. Может быть, предыдущий период был достаточно сложный физически, эмоционально, и вы сами чувствуете, что я на пределе, да? Вот нужно. Уставшие люди делают ошибки, поэтому пока мы не отдохнули, может быть, какие-то мысли более ясные нас и не посещают, и тогда мы можем в чем-то запутаться. Иногда называют эту карту медитацией, и она показывает, что вы пережили. И, может быть, это как раз и был с учетом Хирона какой-то непростой период. Это карта отчасти смирения, когда мы понимаем, что, ну да, вот как семерка чаш, да, было много какого-то восторга или было много возможностей, но обстоятельства нас привели к какой-то точке, и нам приходится видеть то, что по факту. И, по сути дела, это карта мудрости. Мы понимаем, проблемы не исчезнут. Нам нужно перед тем, как действовать, принять какое-то однозначное
решение. И только в состоянии покоя мы как раз правильное решение можем принять. Не совсем неожиданности, я понимаю, что больше философии, но, видимо, неспешность какая-то, неторопливость. Вот в эту неделю она для вас полезна как будто будет, потому что две карты одна другую дополняет. Чему сейчас не время? Ну вот и третья, которая тоже дополняет. Не быть чьим-то рабом, мои дорогие, все-таки по 15-му аркану. Когда мы, ну да, где-то потакаем своим слабостям или привычкам, так тоже бывает. Или когда мы, знаете, страстно чем-то или кем-то увлечены и хотим сделать вот именно детально, в той последовательности, как мы это представляем. А все-таки больше гибкости. Или не делать чего-то чересчур. Не думать, что вот если я сейчас именно как-то вот правильно выполню, допустим, ну, дело какое-то, или вы завершите, или вы, может быть, это касается конкретного человека и вашего отношения к нему. И у меня тогда что-то вот именно произойдет из разряда того, что я предполагал или предполагала. По 15-му аркану это великий шутник, который ловит нас на удочку, а потом начинает какую-то свою игру. Вот мы не должны попасться на эту удочку. Почему я говорю? Не быть как зависимым от своих желаний, от своих намерений. Уметь, вот, видимо, поэтому четверка мечей нам говорит, увидеть сообразно прошлому опыту, что же жизнеспособно. И, может быть, мои дорогие, от чего-то вы даже и должны отказаться. Может быть, оно еще болит, цепляет или где-то, ну, противится, как будто наше все нутро, да, мы говорим, наша душа, сердце, мы хотим как-то иначе, но вот не время, понимаете, тому, чтобы мы в чем-то проявляли настойчивость. Иначе мы можем попасться в какую-то зависимую ситуацию. И будьте аккуратны, ведь, по идее, эта карта еще о чем говорит? Не время тратить деньги. Все же два направления. Это вопросы страсти, если мы говорим про любовь, и вопросы финансов проходят по этой карте. Поэтому вот в этих двух направлениях важно не просчитаться, ну и где-то не усердствовать. Что же вам помогает? Пространство, время, ангелы-хранители. Карта суда, когда, правда, то, что уже отгорело, нужно оставить в прошлом. Может быть, как, знаете, те эмоции разочаровывающие или какое-то события в вашей жизни, которые вы уже не можете изменить. Ведь, по сути дела, это пороговое значение в этой карте, когда мы провожаем прошлое. Оно не может быть для нас использовано на последующий период. И поэтому четверка мечей нам тоже где-то об этом говорила. Мы словно примиряемся с прошлым, меняемся и исцеляемся. Вот это помогает. Но оставляя это позади, как будто мы учимся заново и любить, и свободно двигаться в потоке нашей жизни, в потоке обстоятельств, преодолевать трудности. Вот мы, правда, как будто исцеление, очищение проходим, когда мы оставляем какой-то период нашего прошлого или конкретную ситуацию, которая вас ранила прежде. Что-то отпустить. Вот как будто перейти, посмотрите, из 15-го аркана и окончательно закрыть дверь в прошлое, оно не имеет значения. Будет сделать вам достаточно. Несложно, мои дорогие. Вот где-то через медитацию или вот так спокойно. Вы ведь умеете анализировать лучше всех, мои дорогие девы. И поэтому вот это умение из хаоса собрать порядок, оно вам играет, ну, в плюс, как никогда, может быть, на этой неделе. Что скрыто по королю мечей? Может быть, тут какой-то вопрос со сложным человеком, который вы решаете в суде. Может быть, личный вопрос. Может быть, и по работе. Или какие-то еще задачи, позиции, которые тоже решаете с чиновниками. Или вам нужно подписать какой-то документ. Здесь нельзя себе навредить все же, когда выпадает король мечей. Нельзя навредить таким образом, чтобы мы потом не остались один на один с законом. Или не попасть в какую-то ситуацию, вот, например, в азартные игры точно не играем, не только на этой неделе, а лет на 20, потому что Плутон в Водолее, какая-то обратка через энное количество лет может прилететь. Либо, если мы согласились на какую-то мутную сделку, мои дорогие, или если мы где-то так, ну, попробовали не в очень красивом деле себя. Я
так понимаю, что это не всех касается, но все же мы опять же разные, я повторяюсь, и у каждого свои какие-то тенденции, предпочтения или свой азарт, мои дорогие. Все-таки 15-й аркан – это азарт. Так вот, все должно согласовываться с законом, в позиции скрыто. Сейчас, может быть, выглядит какое-то дело заманчиво, привлекательно, обещает кто-то золотые горы, а завтра будет столкновение с властью, с законом, с какими-то сложными вопросами, которые, в принципе, нужно было избежать. И можно было. Для кого-то из вас, мои дорогие девы, это может быть просто конкретный человек. Тот человек, который рожден, может быть, под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, и есть какое-то взаимодействие. Ну, тогда карта нам сразу говорит, ты больше отталкивайся от конкретики, от закона, опять же. Может быть, у кого-то из вас вверху у нас 7 чаш, и мы говорим, иллюзорность есть по этой карте. Это вы на что-то надеетесь, а нас как будто возвращает к мудрости и безупречности. Вот это правда. Можно сказать, для кого-то из вас это вы хотите построить карьеру и получить высокую должность. Но будьте честны сами с собой. Может быть, где-то будет помогать, знаете, как холодность суждений. Не примешивать в те или иные вопросы. Может быть, это и личной жизни касается, если сложный вопрос или сложные отношения. Тогда все равно нужно видеть то, что есть по факту. Хотя для вас ведь не свойственно, по сути дела, вот эта 7 чаш. Но значит, будет что-то в вашей жизни, что вас порадует на этой неделе. И где-то нам говорят, не нужно зазеваться. Буквально так. Дела, работа, бизнес. Смотрите, как здорово. Тут, правда, какое-то решение по тузу жезлов. Это как мы знаем выход или мы знаем, как нужно действовать. Тоже достаточно сильная позиция, по сути, это возможности. И здесь могут быть как важные вопросы по работе решаются или подписываются документы. Это, знаете, как еще может быть ваш, как внутренний инсайт, ну, может быть, с чем-то разобраться или приступить к исполнению задуманного и, может быть, мечты. И здесь может быть все что угодно. Это может быть как и материальное какое-то дело. Я решил, вот буду действовать так, потому что мы как будто принимаем окончательное решение, уже стартуем куда-то. Либо, может быть, это как ваше намерение по личной жизни, что-то оформить. Может, вот как в тени у нас находится король мечей, вы обдумаете какую-то ситуацию, может быть, та, которая проходила в слушании с судами, или вам нужно себя словно обезопасить, ну, не ошибиться, что-либо не сделать в противовес закону, чтобы потом не осложнить себе жизнь. И все равно вы какой-то выход как будто из ситуации находите. Но больше плюсов, видимо, от принятия вот таких в спокойном ритме решений. Карта прогресса, по сути дела, и новых возможностей. Финансы, рыцарь монет. Не торопитесь с деньгами, кстати, а вверху у нас 15-й аркан. По рыцарю монет, у кого сложная финансовая ситуация, как будто есть человек, который вам придет на помощь. Не будет сложностей. Но это даже для тех, я говорю, у кого, правда, патовая какая-то есть ситуация. Не торопись, как будто деньги нам, вот эти две карты говорят, зарабатывай. Не торопись соглашаться на ту прибыль, которую тебе обещают многое сразу, если для кого-то из вас это актуально. Здесь как будто по рыцарю монет больше марафонский забег на длительную дистанцию лет на 20, когда вы планомерно строите фундамент как своего успеха, личного счастья, какого-то прогресса, своего благополучия. Прекрасная карта рыцарь монет. И рыцарь, он внимателен к деталям. Он понимает, что что-то большое и крупное строится неспешно, с вниманием к мелочам. И тогда это будет сильная позиция. Ну вот в таком взаимодействии эти две карты. Личная жизнь. Нулевой аркан. Знаете, у кого-то может пройти новое знакомство. Может быть и так. Почему нет? Или какие-то новые возможности. По этому аркану своеобразный квантовый скачок мы можем сделать для кого-то это вопросы поездки-переезда.
может быть продажа недвижимости, купли в другом месте. Может быть, какая-то история ваша личная будет завершаться, вы с чем-то будете определяться. По этому аркану вы можете узнать и новости какие-то, ну, где-то неожиданные. И значит, тогда вам легче будет принять, кстати, решение, даже если эта новость выглядит где-то по-дурацки. Вообще, это новый жизненный этап, и карта нам говорит, что что-то действительно, вверху у нас карта суд выпадает, 20-й старший аркан, тут действительно что-то заканчивается. И эта карта в первую очередь свободы. Не должно быть непродуманных решений. Это где-то в контексте, как и короля мечей, 15-го аркана дьявол, так и вот этот нулевой аркан. Вы с чем-то не должны сглупить, мои дорогие девы. Что-то вот прошляпить точно нет, хотя достаточно сильная позиция и как раз у вас большие возможности. Да и пространство, время, вселенная, назовите как угодно, вам действительно помогают начать что-то с чистого листа. И если мы говорим на личную жизнь, например, был какой-то конфликт у вас с вашим близким человеком, можно примириться. Или вы вместе планировали что-то, может быть, обсуждали, и не было возможности осуществить вот желаемое именно в вашей паре. А тут сами по себе эти возможности как будто появляются. Для тех, кто в сложных отношениях, все ведь от вас зависит на этой неделе. У вас сильная позиция. Вы можете принять решение: больше не хочу продолжать какую-то свою историю личную. Я лучше буду строить что-то заново. Вполне возможно. Ведь это карта свободы, и в первую очередь свободы от предубеждений, от каких-то зависимостей, может быть, от сложных отношений, которые измотали, и нет этого взаимопонимания. У каждого по-своему, у вас 3 старших аркана. Но, повторюсь, от вашего решения правильного, где-то мудрого, не просчитаться. Видимо, будет тот период, когда вам придется что-то проанализировать, но и не могу сказать, что вы долго будете обдумывать что-то, поскольку рядом у нас туз жезлов, и как это уже принятие окончательное какого-то решения по конкретному вопросу. Пусть у нас дела, работа, бизнес. У кого-то это связано ведь с документами. Поэтому, но и ошибиться, поторопившись куда-то, все-таки нулевой аркан, он говорит о том, что шут идет, это как дурак, так и шут, он идет под ноги, не смотрит. И здесь как будто человек делает прыжок, но надеяться по этому аркану приходится только на самого себя. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.